Привет! Не забудь, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на этот канал. Заранее тебе большое спасибо и приятного прослушивания очередной главы книги «Незнайка на Луне» автора Николая Николаевича Носова. Всем добрый вечер или утро. Мы продолжаем читать книгу Николая Носова «Незнайка на Луне». Остановились на главе 12. Ночное предприятие. Не прошло и 5 минут, как господин Жулио вышел из полицейского управления, уже в сопровождении Миги. «Ну вот, мы опять вместе», — сказал Мига, садясь в автомашину. «Вы сделали все точно, Незнайка, как я просил, и оказали мне большую услугу. А я, в свою очередь, помогу вам. Вы уже успели немного познакомиться с Незнайкой?» — обратился Мига к господину Жулио. «Да, конечно», — подтвердил Жулио, и включил автомобильный мотор. «Но, вероятно, еще не все знаете о нем», — подхватил Мига. «Дело в том, что Незнайка прилетел к нам с другой планеты, с бесценным грузом. Он привез семена гигантских растений, которые дают очень крупные плоды. Вы понимаете, какую помощь мы могли бы оказать нашим беднякам? Ведь у многих из них очень мало земли, и они не могут прожить со своего урожая. Если бы каждый мог выращивать плоды в десятки раз крупнее тех, которые выращивает теперь, то у нас совершенно исчезла бы бедность». «Ну что ж, это хорошо», – рассудительно сказал Жулио. «Пусть Незнайка отдаст эти семена нам, а мы будем продавать их беднякам. Можно будет хорошенько нажиться, и Незнайка не останется в обиде». «Это верно», – согласился Мига. «Но все неудобство в том, что семена эти остались на поверхности Луны в ракете. У нас же не имеется летательных аппаратов, которые могут подниматься на такую высоту. Следовательно, сперва необходимо будет сконструировать и построить такой аппарат, но для этого понадобятся деньги». «Вот с деньгами-то будет труднее», — сказал Жулио. «Я знаю многих, которые не отказались бы получить деньги, но не знаю никого, кто согласился бы добровольно расстаться с ними». «Это действительно верно», — сказал, улыбаясь Мига. «Но у меня уже созрел замечательный план. Деньги на это дело должны дать сами же бедняки, ведь это для них мы хотим достать семена с Луны». «Правильно», — обрадовался Жулио. «Мы учредим акционерное общество, выпустим акции». «Вы знаете, что такое акции?» – спросил он Незнайку. «Нет, мне что-то не приходилось слышать о них», – признавался Незнайка. «Акции – это такие бумажки, вроде денежных знаков. Их можно напечатать в типографии. Каждую акцию мы будем продавать, скажем, по фертингу. Вырученные деньги затратим на постройку летательного аппарата. А когда семена будут доставлены, каждый владелец акции получит свою долю семян. Разумеется, у кого окажется больше акций, тот и семян получит больше». Весь этот разговор происходил, когда автомобиль уже мчался по улицам города. Увидев по пути ресторан, Мига сказал: «Я предлагаю отметить рождение нашего акционерного общества хорошим обедом». Спустя несколько минут наши путники сидели в ресторане и с аппетитом обедали. «Сейчас самое главное – заставить бедняков раскошелиться и покупать наши акции», – говорил Мига. «А как ты их заставишь? Они не поверят, что где-то там на Луне лежат семена». «Нужны доказательства», – сказал Жулио. «Я уже все продумал», – ответил Мига. «Мы начнем с того, что поднимем шум вокруг этого дела. В первую очередь, надо напечатать в газетах, что к нам прибыл коротышка с другой планеты. А когда все поверят, мы напечатаем, что этот космический коротышка привез семена, и тут же объявим об учреждении акционерного общества». «А вдруг нам скажут, что это обман?» – возразил Жулио. «Какие у Незнайки есть доказательства, что он с другой планеты? На вид он такой же коротышка, как и мы все». «Верно», – воскликнул Мига. «Скажите, Незнайка, чем вы можете подтвердить, что вы пришелец из космоса? Может быть, у вас остался какой-нибудь скафандр? Не могли бы вы путешествовать в космическом пространстве без скафандра?» «Скафандр у меня действительно был», – признался Незнайка. «Но я его спрятал в саду, под кустом, когда спустился сюда к вам, с лунной поверхности». Где же находится этот сад? Теперь я уже не могу припомнить, потому что меня поймал какой-то полусумасшедший господин Клопс и стал травить собаками за то, что я сорвал у него в саду яблоко». «А, Клопс!» – воскликнул обрадовавшись Мига. «В таком случае еще не потеряно. Эй, официант, принесите-ка нам телефонную книгу». Официант моментально выполнил приказание, и Мига принялся листать принесенную им телефонную книгу.
Он быстро нашел раздел, где были напечатаны фамилии на букву «К» и сказал: «Смотрите, Клопс, Большая Собачья улица, дом 70. Как только стемнеет, мы должны быть у этого Клопса и сделать обыск в его саду. Вы, Козлик, тоже пойдете с нами? Для вас найдется работа». Вскоре желтый автомобиль господина Жулио можно было увидеть в Зимнем переулке, возле магазина разнокалиберных товаров. А с наступлением темноты он уже мчался по Большой Собачьей улице. Возле дома номер 70 автомобиль остановился, и из него вышли 4 полицейских с потайными фонариками и резиновыми электрическими дубинками в руках. Самые догадливые читатели, наверное, уже догадались, что это были не настоящие полицейские, а всего лишь переодетые в полицейскую форму Жулио, Мига и Незнайка с Козликом. Мига сразу же подошел к воротам, посмотрел в щель и, заметив свет в окнах дома, принялся громко стучать дубиной в калитку. Через некоторое время дверь в доме открылась, и из нее вышел Фикс с ружьем в руках и зашлепал в своих шлепанцах по дорожке. «Кто стучит?» – спросил он, подойдя к калитке. «Полиция!» – заявил Мига. «Открывайте немедленно!» Услышав слово «полиция», Фикс растерялся и моментально открыл калитку. Увидев перед собой 4 полицейских в блестящих касках, он перепугался до такой степени, что затрясся всем телом и уронил ружье. «Вы арестованы», – сказал Мига, и направил ему прямо в глаза луч фонаря. В это же время Жулио подскочил к нему сзади, накинул на шею удавку и ловко скрутил за спиной руки. «За что?» «Я арестован», – спросил, заикаясь от страха Фикс. «За то, что задаете идиотские вопросы», – объяснил Мига. «Но позвольте», – начал было Фикс. Больше он ничего не успел сказать, так как Жулио тут же заткнул ему рот резиновым кляпом. «Вы простите, Незнайка, что мы обошлись с этим олухом несколько грубовато», – сказал Мига, – «но иначе нельзя было, так как он мог выпалить в нас из ружья. Прошу вас покараулить здесь, у калитки, а когда нужно будет, мы позовем вас. Ну, а ты марш к дому. И чтоб не было никакого писка», – приказал Мига Фиксу и толкнул его сзади ногой. Фикс покорно зашагал по тропинке. В это время из дома выскочил другой слуга господина Клопса – Фекс. Не успел он и слова сказать, как руки у него были скручены, а во рту торчал резиновый кляп. Сам господин Клопс сидел в это время дома и, ничего не подозревая, попивал какао из большой голубой чашки. Неожиданно дверь отворилась. 3 полицейских, а с ними Фикс и Фекс со связанными руками и заткнутыми ртами. От испуга Клопс широко раскрыл рот и опрокинул чашку с горячим какао прямо себе на брюки. «Не с места! Вы арестованы!» – заявил Мига. «В полицию поступили сведения, что вы промышляете скупкой краденого и скрываете у себя опасных преступников». «Да что вы!» – замахал Клопс руками. «Запирательство!» «Бесполезно!» – сказал Мига. «Мы должны произвести обыск». Пока Мига говорил, Жулио опутал Клопса веревкой, словно булонскую колбасу, привязал его крепко-накрепко к стулу и заткнул рот затычкой. Увидев, что Клопс все же болтает ногами и пытается встать, Жулио ткнул его электрической дубинкой в теме. В результате Клопс полетел на пол вместе со стулом. Тем временем Мига поставил Фикса и Фекса рядышком, приказав им стоять смирно. Он треснул каждого по лбу дубиной, отчего они тоже свалились на пол. «Лежать тут и не мешать действиям полиции, пока не будет закончен обыск», – приказал Мига. «А вас, господин полицейский», – обратился он к Козлику, – «я попрошу подежурить здесь. Если кто-нибудь попытается встать, вы должны действовать согласно полицейской инструкции и пустить в ход дубинку». «Слушаюсь», – сказал Козлик. Мига и Жулио вышли во двор и, позвав Незнайку, отправились искать скафандр. Козлик, оставшись в комнате, внимательно следил за лежавшими Клопсом, Фиксом и Фексом. Как только кто-нибудь из них начинал шевелиться, он тыкал его концом электрической дубинки в затылок и приговаривал: «Это тебе за то, что ты травил Незнайку собаками. В другой раз не делай так». После получасовых поисков скафандр был найден на том же месте, где его оставил Незнайка. Мига и Жулио велели Незнайке отнести скафандр в автомашину, а сами зашли в комнату к Клопсу. «На этот раз мы ничего не нашли, но в следующий раз вернемся и найдем обязательно», – сказал Мига. «А сейчас, господин Козлик, я попрошу вас ткнуть их еще по разочку дубиной, чтобы они хорошенько поняли, что значит иметь дело с полицией». Козлик послушно выполнил приказание Миги, после чего все 3 вышли из дому и сели в машину, где их поджидал Незнайка.
Включив мотор и отъехав на 2 или 3 квартала от дома Клопса, Жулио сверкнул в тихий пустынный переулок и остановил автомобиль возле телефонной будки. Здесь наши искатели приключений стащили с себя полицейскую форму и переоделись в свою обычную одежду. Мига велел Незнайке надеть еще поверх одежды космический скафандр, а сам стал звонить по телефону в гостиницу. «Алло!» – закричал он в телефонную трубку. «Это гостиница «Изумруд»? Прошу приготовить самый лучший номер для космического путешественника Незнайки». «Да-да, для космического. Что же тут непонятного? Прибыл к нам прямо из космоса. Мы привезем к вам его не позже, чем через час. Прошу как следует приготовиться к встрече». Положив трубку, он тут же набрал другой номер и закричал: «Эй, это кто? Это студия телевидения? Нужно организовать телевизионную передачу из гостиницы «Изумруд». Туда скоро прибудет пришелец из космоса, космический путешественник, Незнайка». «Ну какой-какой? Ко-сми-чес-ки, говорят вам. Прилетел к нам с другой планеты, в скафандре. Никто и не шутит с вами. Не верите? Можете не приезжать. Потом сами жалеть будете. На всякий случай запомните, мы будем у подъезда гостиницы через час. Приедем на желтой автомашине. Смотрите, не спутайте. Остерегайтесь подделок. Настоящий космический путешественник принадлежит нам». Мига положил трубку и вышел из телефонной будки. «Теперь телевизионщики в наших руках», — сказал он. Сейчас, пока в космического путешественника они не верят, но не пройдет и 10 минут, как они начнут сомневаться. Через полчаса придут к решению, что надо на всякий случай отправить к подъезду гостиницы телевизионную аппаратуру и оператора. Если даже никакого космонавта и не окажется, то, возможно, произойдет еще что-нибудь интересное. Наши телезрители охочи до всяких сенсаций. А сейчас, друзья, нам необходимо как следует подготовиться к встрече и договориться обо всем. Время у нас для этого есть. Расчеты Миги оказались абсолютно верными. Сотрудники телестудии сначала не поверили его словам, но потом стали звонить по телефону сотрудникам киностудии и спрашивать, известно ли им о том, что в их город прибывает космический путешественник. Сотрудники киностудии ничего, конечно, не знали, но им стыдно было сознаваться в своей неосведомленности. Поэтому они сказали, что уже что-то об этом слыхали. Расспросив обо всем сотрудников телестудии, они стали звонить в редакцию разных газет и журналов, стараясь разузнать у них какие-нибудь подробности. Сотрудники редакции сами не знали, но подумали, что они, по своему обыкновению, дали зевка, или, как любят выражаться в редакциях, прошляпили. Все они стали звонить в телестудию и спрашивать, известно ли там что-нибудь о прибытии космонавта. Сотрудники телестудии подумали, что уже всем вокруг все известно, и только они одни еще сомневаются в чем-то. Кончилось дело тем, что к гостинице «Изумруд», которая находилась на улице Лоботрясов, ринулись не только сотрудники телестудии со всей своей аппаратурой, но и кинооператоры с кинокамерами и осветительными приборами, а также сотрудники различных газет, журналисты, репортеры, фотографы, очеркисты, обозреватели, комментаторы и популяризаторы. Когда Незнайка и его спутники появились в своем желтом автомобиле на улице Лоботрясов, они увидели напротив здания гостиницы большую толпу, оснащенную кинопрожекторами. Несколько кинооператоров и телеоператоров стояли во весь рост в открытых автомашинах и, прицеливаясь своими аппаратами в разные стороны, готовясь к съемке телепередачи. Недалеко от входа в гостиницу стоял целый отряд полицейских, готовых в случае надобности пустить в ход резиновые дубинки. Завидев издали приближающуюся желтую автомашину, операторы направили на нее свои кинокамеры и стали снимать. Толпа, собравшаяся у подъезда гостиницы, заволновалась и моментально запрудила всю мостовую. Полицейские, как по команде, ринулись вперед и стали теснить толпу, стараясь очистить проезд. Все видели, как желтая автомашина плавно подъехала к гостинице и остановилась напротив входа. Несколько фоторепортеров тотчас подбежали к машине и, приготовившись фотографировать, направили на нее объективы своих фотоаппаратов.
Между тем, дверца автомашины открылась, и первым из нее вышел Козлик. Толпа приветствовала его радостным криком. Все подумали, что это и есть космонавт. Козлик смущенно заулыбался. Фоторепортеры защелкали затворами фотоаппаратов. Вслед за Козликом из машины вылез Мига. Его тоже приветствовали криками и рукоплесканиями. За ним вылез Жулио. На этот раз крики были потише, так как никто не знал, кто же из них подлинный космонавт. Наконец, лунные коротышки увидели, как из автомобиля начало вылезать какое-то странное существо, напоминавшее по своему внешнему виду не то закованного в латы рыцаря, не то водолаза в полном своем снаряжении. Все поняли, что это и есть настоящий космический путешественник. Толпа взревела от радости, все замахали руками, в воздух полетели шапки. Одна из жительниц швырнула в Незнайку букет цветов. Фотографы, вертевшиеся вокруг, щелкали затворами аппаратов. С удвоенной силой к Незнайке подскочил сотрудник телестудии и, сунув ему под нос микрофон, сказал: «Прошу вас сказать несколько слов нашим зрителям. Как происходил космический перелет? Как вы себя чувствуете после полета? Понравился ли вам наш город?» Мига, стоявший рядом, оттеснил сотрудника телестудии в сторону и, взяв у него микрофон, сказал: «Уважаемые телезрители, дамы и господа, прибывший на нашу планету космический путешественник поделится своими впечатлениями в нашей следующей телепередаче. В настоящее время он крайне нуждается в отдыхе, так как очень устал после космического полета. Первые, кто увидел космонавта, спускавшегося на нашу Землю, были я и господин Жулио, владелец магазина разнокалиберных товаров. Змеиная улица, номер 33. Мы с господином Жулио возвращались из моего загородного имения на автомашине и увидели, как господин космонавт спускался сверху при помощи небольшого парашюта, расположенного у него, как вы видите, за спиной, на манер крыльев. С этими словами Мига показал рукой на капюшон-парашют, находившийся за спиной у Незнайки, и продолжил. Мы с господином Жулио предложили свое гостеприимство и свою помощь уважаемому пришельцу из космоса, взяв на себя все расходы по его содержанию и все заботы о нем, включая питание и врачебную помощь. С нами во время нашей поездки находился также господин Козлик. Разрешите, господа телезрители, представить вам господина Козлика. Подробности будут сообщены в следующей передаче. Благодарю за внимание. Заметив, что толпа вокруг увеличивается с каждой минутой, Мига подмигнул глазом Жулио и Козлику, схватил Незнайку за руку и потащил ко входу, в гостиницу. Собравшиеся у входа лунатики кричали «Ура!», хлопали в ладошки и приветственно улыбались Незнайке. Все тянулись к нему руками, каждому хотелось потрогать его скафандр. Позади Незнайки шагал рослый полицейский и колотил резиновой дубиной по рукам каждого, кто пытался прикоснуться к Незнайке. Наконец, Незнайка и его спутники продрались сквозь толпу и очутились в вестибюле гостиницы. Первое, что они увидели, была огромная телевизионная камера на колесиках, управляемая оператором. Толстый, заключенный в черную резиновую трубку, электрический провод тянулся от телекамеры по полу и исчезал в глубине коридора. Навстречу нашим путникам уже бежал толстенький, кругленький коротышка в аккуратном голубом костюме и белом галстуке. Это был владелец гостиницы, господин Хапс. Низенько поклонившись прибывшим и пожав им руки, он повел их по длинному коридору, чтобы показать предназначенный для них номер. Телевизионная камера неотступно двигалась впереди, не сводя с путешественников своего круглого стеклянного глаза, из чего можно было заключить, что лунные телезрители видели на своих экранах не только прибытие Незнайки к гостинице, но и вселение его в номер. Остановившись возле широко распахнутой двери в конце коридора, господин Хапс сказал с поклоном: «Прошу пожаловать, вот ваш номер. Прямо перед вами приемная, направо гостиная и кабинет, за ним спальня, рядом с которой ванна. Надеюсь, здесь вам будет удобно». Незнайка вошел в приемную, и ему показалось, будто он попал не в обычный гостиничный номер, а в ателье с телевизионной студией. Посреди комнаты торчала еще одна телекамера на колесиках. По углам, словно какие-то головастые тонконогие чудища, стояли 4 прожектора, заливавшие все вокруг ярким, режущим глаза светом. По всей комнате тянулись толстые электрические провода,
На полу стояли трансформаторы, реостаты, имевшие вид железных решетчатых ящиков, покрашенных черной эмалевой краской. Вокруг всех этих приборов хлопотали сотрудники телестудии и киностудии. Один из них держал в руках микрофон, постукивал по нему полусогнутым пальцем и гнусаво твердил: «1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Как слышно, как слышно». Увидев вошедшего Незнайку, он перестал стучать по микрофону и торжественно заговорил. «Вот он, вошел, уважаемые телезрители. Вы видите его одетым в космический скафандр, сделанный из металла и какого-то неизвестного на нашей планете пластического материала. На голове у него металлический шлем со стеклом, сквозь которое он может прекрасно видеть. Как вы можете убедиться сами, господин пришелец из космоса явился в сопровождении нескольких лиц, среди которых вы ясно видите владельца гостиницы, всеми нами уважаемого и симпатичнейшего господина Хапса. Гостиница господина Хапса – это первоклассное заведение, первоклассные номера со всеми удобствами, первоклассный ресторан с первоклассным фонтаном, первоклассная площадка для танцев с плавательным бассейном. Всю ночь играет первоклассный оркестр. Здесь вы можете первоклассно отдохнуть, первоклассно покушать и первоклассно провести время в первоклассном обществе. Имеются первоклассные номера на разные цены. Ребятки, начинаем завтра. Всем пока-пока, ставьте лайки. Доброго всем времени суток, друзья. Мы продолжаем читать также наши книги. Пока сотрудник телестудии расхваливал на все лады гостиницу господина Хапса, к Незнайке приблизился неизвестно откуда взявшийся коротышка в белом халате. «Привет, Яна!» «Привет, Яна!» С небольшим кожаным саквояжем в руках. «Меня зовут доктор Шприц», — сказал он. «Полагаю, что наш дорогой пришелец из космоса нуждается в медицинской помощи, которую я готов оказать сейчас же, и притом совершенно бесплатно. Далеко не лишнее было бы тут же произвести хотя бы поверхностный медицинский осмотр. В первую очередь необходимо сделать исследование сердечной деятельности». Доктор Шприц вытащил из кармана черную деревянную трубочку, приставил Незнайке к груди и приложил к ней ухом. «Угу, хорошо, мой наушник. Угу. Ты ложись, Лёльчик. Ага. Наушник». Доктор Шприц вытащил из кармана черную деревянную трубочку, приставил Незнайке к груди и приложился к ней ухом. «Биение сердца прекрасно прослушивается сквозь скафандр», — сказал он. «Ритм сердца несколько учащенный, что объясняется возбуждением от встречи и тем вниманием, которое оказали космонавту жители нашего города». С этими словами доктор Шприц вырвал из рук сотрудника телестудии микрофон и приставил его к деревянной трубочке, которую продолжал прижимать к груди Незнайки. «Уважаемые зрители», — сказал он, — «дамы и господа, с вами говорит доктор Шприц. Вы слышите глухие удары? Тук, тук, тук. Это бьется сердце космонавта, прибывшего на нашу планету. Внимание, внимание, говорит доктор Шприц. Мой адрес — Холерная улица, дом 15. Прием больных ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Помощь на дому. Вызовы по телефону. Прием в ночные часы оплачивается в двойном размере». Да, Янчик? Ну ты попробуй сама, Янчик, ладно? Я не буду вставать, надо уже почитать книгу и идти спать. Ладно? Золотой Янчик. Давай ты сама, хорошо? Вы слышите удары космического сердца? Имеется зубоврачебный кабинет. Удаление, лечение и пломбирование зубов. Плата умеренная. Холерная, дом 15. Вы слышите удары сердца? Комната между тем наполнялась новыми посетителями, корреспондентами и корреспондентками разных газет и журналов. Они плотным кольцом окружили Мигу, Жулио и Козлика, засыпая со всех сторон вопросами. Жулио, у которого язык развязывался как следует, лишь когда речь шла о разнокалиберных товарах, старался отмалчиваться. Козлик тоже не спешил с ответами, поэтому на все вопросы отвечал Мига, и, нужно сказать, делал это весьма находчиво. То есть, когда можно было, отвечал на вопрос прямо, когда не знал, что сказать, отвечал уклончиво, но ни разу не сказал «не знаю».
Так, на вопрос одного из корреспондентов, сколько времени космонавт пробудет в их городе, Мига ответил, сколько потребуется. На вопрос, посетит ли он другие города, сказал, посетит, если захочет. На вопрос, не имеет ли космонавт намерение закупить в их городе какие-нибудь товары, ответил, это будет зависеть от того, какие товары мы сможем ему предложить. Спрашивавших было столько, что бедный Мига начал терять терпение и уже еле-еле сдерживался, чтобы не наговорить кому-нибудь грубостей. Наконец вопросы начала задавать корреспондентка журнала «Домашнее и декоративное собаководство». «Я представительница журнала «Домашнее и декоративное собаководство», — с достоинством заговорила она. «Прошу вас ответить на вопрос, который, безусловно, может заинтересовать наших читательниц. Имеется ли домашнее и декоративное собаководство на той планете, откуда прибыл наш уважаемый космический путешественник?» «Без сомнения имеется», — подтвердил Мига. «Какие породы декоративных собак пользуются там наибольшим распространением?» «Всякие, мадам». «Какие породы предпочитаются?» «Предпочитаются лучшие и наименее кусаемые», — отвечал Мига, изо всех сил стараясь сохранить на лице приятную улыбку. В приемной, между тем, появилась представительница одной из рекламных фирм. На ней было узенькое ярко-зеленое платье, на голове такой же ярко-зеленый бонный берет, из-под которого выбивались в разные стороны космы. Видно было, что пока она продиралась сквозь толпу на улице, прическа ее претерпела значительные изменения. Лицо у нее было строгое и решительное, с прямым, остроконечным, несколько красноватым носом и крошечными серыми глазками, в которых светилось упрямство. В руках она держала несколько фанерных плакатов, укрепленных на палках. На груди висел небольшой фотографический аппарат в кожаном футляре. Подбежав к Незнайке, она сунула ему в руки плакат, на котором было написано: «Жалеть не будут коротышки и не потратят деньги зря, коль будут все жевать ковришки конфетной фабрики «Заря». Отскочив шага на 2-3 назад, она навела на Незнайку фотографический аппарат и сделала снимок. Увидев это, Мига окончательно вышел из себя. Он подскочил к Незнайке, вырвал у него из рук плакат и со злостью швырнул его на пол, после чего подскочил к представительнице рекламной фирмы и дал ей пинка ногой. Представительница, однако, не пожелала остаться в долгу и в свою очередь дала ему пинка, ударила по голове плакатом, плюнув в довершение всего на рукав пиджака. Получив такой отпор, Мига затрясся от негодования. «Вон отсюда!» – закричал он, приходя в бешенство. «Уберите ее, или я за себя не отвечаю! Вон все отсюда! Прекратите телевизионную передачу сейчас же! Вы должны заключить с нами контракт и уплатить деньги! Мы не обязаны показывать вам космонавта бесплатно!» Так как никто не хотел уходить, Мига набросился на хозяина гостиницы. «Господин Хабс, это безобразие! Кто разрешил напустить сюда всю эту публику? Мы сейчас же уедем из вашей гостиницы!» «Господа, прошу очистить помещение!» – закричал испугавшись Хабс. «Господа, попрошу вас всех вон отсюда! Из-за вас я могу лишиться постояльцев. Аудиенция закончена». Видя, что никто его не слушается, Хабс подмигнул стоявшим у дверей полицейским, которые принялись работать своими дубинками. Наблюдавшие это побоище телезрители видели, как несчастные корреспонденты и корреспондентки убегали из комнаты, старательно увертываясь от ударов электрических дубин. Сотрудники телестудии тем временем вытаскивали за дверь свои трансформаторы, реостаты, прожекторы и прочую аппаратуру. Последним из комнаты выехал телеоператор, сидя верхом на своей телекамере. На этом телевизионная передача закончилась. Да, Янчик? Не знаю, где-то лежит, наверное. Ну вот и все, дорогие друзья. Мы главу 12 уже закончили читать. Спасибо, что слушаете нас. Ставьте лайки. Всем добрых снов. Спасибо тебе за просмотр до самого конца. Мне очень приятно. Не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить следующие выпуски книги «Незнайка на Луне» автора Николая Николаевича Носова.